Вот шестая стоянка. Сегодня понедельник, 15, по-моему, число. Вот такая красота. И это прямо около Красномайского. Уже отсюда видны строения, трубы завода видны. Что-то похолодало ночью, холодно было. Небо красивое. Здесь вообще одно удовольствие закат смотреть. Открывается большая перспектива на запад. Ветер. Вот думаю, что делать дальше. Выходить в Вышневолодское водохранилище или поплавать по самой дельте Шлины. Рядом есть река Лонница или Лонница, бог ее знает. Можно попробовать туда зарулить. Но здесь довольно грязно, бутылки, все это, ну, близко цивилизация. И дров нет. Банки вон пивные. Ни лисичек, ни брусники. Ничего такого интересного нет. Хотя брусника немножко есть. Вот там дальше ЛЭП. Когда я ходил, осматривался тут, возле ЛЭП видел бруснику. Потому что сахар-то еще есть. Черничник тут. Попробую половить. Щука плескалась. Ну, как обычно, тут водка наблюдается. Костер горел всю ночь, тлел. Сжег вчера мусор. Много тут мусора было, пластика всякого. Какие-то прикормки, пакеты. Дрянь всякая, короче. Что интересно, тут есть умывальная установка. Вот. С зеркалом. И вот такое небо. С облаками. Очень красивыми. И вот не знаю, что дальше делать. С таким ветром выходить на большие просторы водные на моей лодке бесполезно. Мука одна будет. Попробовать туда куда-то уйти. Вдоль левого берега. Можно. Буду думать, пока не решил. Сегодня буду делать рис с овощами. Нашел вот один подберезовик, тут он тоже жарится. Морковь, лук. Все вместе. Рис в кастрюльке. Уже почти готов. Он сварился и сейчас как бы под паром там стоит. Вот. Чем хорош такой костер? Во-первых, сегодня я его не разжигал. Он так всю ночь и тлел, и тлел.
С утра я просто сложил в лижи бревна, и они снова разгорелись. Потом на нем удобно жарить. В нем нет какого-то сильного пламени, но есть достаточный жар. Вон моторка едет. Морковь дольше жарится. Поэтому надо следить. Один грибок хороший, чистый, березовый был. Вот. Заряжает батарея телефон. Взял другой павербанк. Он от него гораздо лучше как-то заряжается. Ох, будет шикарное блюдо, вкусное. Ох. Вот не знаю, что делать. Это уже дельта. Вот там вот поселок. Но у меня еще времени есть целая неделя. Может, поплыву, сплаваю куда-нибудь туда, по левому берегу, вверх по течению. Так сказать, речной дауншифтинг. Точнее, апшифтинг какой-то. Когда сплавляются вверх. Дятел где-то стучит. Стучал дятел. Достучался. Спятил. О, дымовуха тут. Дятел — это такая птица. Птиц тут много, разных. Вон они поехали туда куда-то, вверх по реке. Главное, чтобы не пригорело, а то лук пригорит, будет горчить. Но в то же время надо, чтобы пожарился и не хрустел. Хорошо сковорода как-то преобразовалась, видимо, налет там жирный и не пригорает. Нет. Легко жарится. Хорошо. Сейчас пожарится она, а в принципе уже близко к тому, чтобы пожариться. Еще не все, плов будет шикарный. Вообще продуктов мне хватило, вот 1 килограмм риса на всю неделю еще там осталось. То есть больше, чем на неделю хватает килограмм риса. Конечно, не каждый день его ел. Некоторое время ел и картошку, и варил там
щуку, рыбу варил всякую, окунь варил. Но рис это тема. Главное хороший рис. Вот у меня рис басмати. Такой только я и потребляю. Он хорошо разваривается, рассыпчатый, быстро варится, минут 10, не больше. С ним мороки никакой нет. Вот тут чуть-чуть подгорает лучок-то. Нехорошо. В принципе, уже нормально. Чуть-чуть еще пожарить. И овощная часть будет готова. Березовик там есть. Сейчас ходил с утра, рыбу пытался поймать тут. Плещется щука, есть щука. Ну, блин, что-то не клюет, не клюет. Хотелось бы еще напоследок щучку-то. Ну, сколько река дала, столько дала. 5 рыб пока она дала. Значит, может, я столько и заслужил. 5 рыб. 4, точнее, 3 окуня, 1 под сомнением, вроде как подъязок. И 1 щука. Вот такой улов за все это время. Встретил вчера туристов, настоящих водников. Парень и девушка на 2 плавсредствах. Она на каком-то каркасном каяке, а он на надувной байдарке. Ну, поговорили немного. Они через реку Либья шли. С озера Вильё, через Либию и так далее. Через озеро шли, но все там, все уже подгорает. Лук хорош. Это достаточно. А теперь делаем следующее. Теперь очинилось. Берем рис и туда его. Туды. Растуды его. Рис. Сила в нем есть. Это тоже рис немножко кое-где пристал. Пристал рис. Ничего, отмою. Беда. Водички налью. Поставлю на огонь. Ох, жаркий огонь. Сразу это сделаю. Чтобы оно там отходило. То потом прилипнет рис или гречка. Гречку даже так не открывала. Она у меня как НЗ. Так. И пускай откисает там. Пускай. Чтобы кастрюлька чистая была. А это я все перемешаю. Так вот. Все тут перемешаю. Чтобы оно пыталось рассыпчатый рис. Сейчас ингредиенты необходимые.
О, хариса. Хороша для риса. Тунисская хариса. Очень хороша для риса. Тунисская хариса. Еще чеснок нужен. Сейчас мы чеснок найдем. Есть он у нас и чеснок. Вот. Значит, так. Перемешиваем с харисой. Остренькая она. Вкусная. И цвет дает хороший рису. А то, что рис, он белый, значит, как табула раса. Чистый лист. Может любой цвет принять. Вот. Уже он немножко принимает цвет необходимый. Ну еще будем мешать его, перемешивать. Рис не разваливается, не слипается, потому что рис хороший. Так, что теперь? Теперь чесночка. Чесночка. Так. Ну, от этого, пожалуй, будет довольно. Чеснок я люблю, ох, люблю. Очень люблю чеснок. Ну и полезен он, это всем известно. Польза чеснока известна всем. Никто в этом не сомневается. В том, что чеснок полезен. Сейчас добавлю чеснок. И тогда все будет ок. Порезать надо его. Пальцем порезать. И тогда все будет ок. Перемешиваю все. И опять на огонь. На огонь. Потому что в походе надо питаться хорошо. Вкусно питаться. Вот кто-то там на лодочке наблюдается. Похож с электромотором. Тихонько плывет. Куда-то плывет. Облака красивые.
это плов еще, ну плов, не плов, рис с овощами. Не до конца насыщен ингредиентами. Вот здесь еще один ингредиент, самый мощный ингредиент. И лук тут есть, и морковь, и чеснок. Но будет еще кое-что. Вот что будет. Вот что там будет. Это мидии. Последняя упаковка. Они, конечно, с маслом, но масло я когда как, иногда использую, иногда нет. Опа. Вот. Так. Как будто мы на Белом море, или на Баренцевом. И тут можно чуть-чуть сдобрить этим маслицем. Вот так, без фанатизма. Жирно очень будет. Подбавил масло в огонь. А там кто-то плещется, кстати. О, коронное блюдо. Я и дом такой готовлю. Часто. Очень вкусно. Очень. Всем советую, рекомендую. Вкуснота небывалая. Полезное, сытное блюдо. Ух. Сейчас прогорит там пластмасса. Поставлю. Экологи бы, конечно, возмутились. По идее, мусор надо весь собирать, в пакетик, везти с собой, а потом выбрасывать его где-то там в помойку. Ну, чтобы его потом где-то опять же сожгли. Но главное, сожгут его там где-то. Это напоминает, как... много чего напоминает. Главное, чтобы мы этого не видели. В общем, смысл такой. На самом деле, если сжечь кусочек пластика, никакого особого вреда природе не будет. Настолько велико разбавление, что если выделились какие-то там вредные вещества, они в ничтожных концентрациях не опасны. Когда горы мусора сжигают, дело другое. Тут понятно. Но это так же, как в море, допустим, если человек справил малую нужду, оно от этого не станет хуже, загрязненнее. Помимо него там такую нужду справляют еще миллионы рыб и всяких других существ. А вот если будут сливать туда с целого города канализацию, то, естественно, загрязнится. То есть вопрос концентрации. Ну, то же самое, как взять вот водка, 40% алкоголя там. А в квасе, ну дай бог, один. Вроде, казалось бы, эффект должен быть схожий. Но это не так. Квасом и водкой напиться гораздо проще водка, чем квасом. Поэтому концентрация имеет большое значение. Вот поэтому-то небольшое количество пластика сжигать можно и нужно, чтобы не валялся нигде он. А когда с целого города там отходы, то, конечно, если их сжигать, то с соблюдением строжайших
мер по очистке. Что там сгорело? Пластмасса. Ну да. Строжайших мер по очистке выхлопных газов этих отходящих. Потому что диоксины, вот что страшно. Когда хлорсодержащий пластик сжигается, образуются диоксины. А они очень вредные вещества. Тут хлорсодержащего нету, ПВХ я не жег, то есть никаких диоксинов не будет. О, шкварчит. Вкусное блюдо будет. Рисинки-то все какие ровные. Как напоминает историю, как где-то в Индии там был голод. И, ну, еще в советское время было. Решили им краснодарский рис послать в качестве гуманитарной помощи. А они отказались, говорят, мы хоть и голодаем, но такое есть мы не станем вообще в принципе никогда. И наши удивлялись, как же так, у нас народ-то ест, все, не жалуется, а там голод вроде. Вот рис послали. Нет, не хотят. Вот загадочная индийская душа. Уж привыкли к такому рису. После него краснодарский как-то... Хотя тоже можно приготовить нормально, он кругленький. Ну, не рассыпчатый, конечно, разваливается, но... Традиция. У кого как. О, жир там, масло. Как говорил один очень умный человек, жиры сгорают в огне углеводов. Поэтому сочетание углеводов и жиров — это хорошее сочетание. Ну и тут есть еще и белки, и всякие полезные вещества в морковке, луке. То есть это блюдо в полной мере удовлетворяет всем потребностям человека, в том числе путешествующего на Покравте по реке Шлина. Ну а там отмокает кастрюля, в которой рис готовился. Вот, в принципе, все и готово. Вот такой получился продукт. Горенг. С овощами, с мидиями и со всеми делами. Буду кушать. Ну вот, я на новом месте. Вот буквально за 5 минут, отойдя на 100 метров от этого места, нашел вот такое количество грибов. Лисички тут, подберезовики, вот это вот похоже маховики. Вот тут есть дрова. Но правда там вот куча мусора. Как обычно, ну что поделаешь. Тут серьезно люди отдыхали. О, жесть. Обидно, да? Такая природа. Вот тут внутреннее озеро, образовавшееся из старицы. Ну или какой-то залив такой. Сейчас попробую там половить рыбку. Кто знает, может, что получится. Посреди круглый такой, ну не совсем круглый, остров типа. Вот там кто-то прыгает. Солнце слепящее, яркое. И тут вот строение. Балаган такой. Это уже, похоже, 7-я моя стоянка. Сегодня уже понедельник.
16 что ли, августа. Уже потерял счет дням. Телефон большей частью выключен. Вон грибочки лежат. Дрова. Нормально. Тут вот пенек. Хороший такой. Многообещающий, я бы сказал. И вот эта коряга. Сегодня вечером пожгу всласть. Вот они, грибочки-то. Тут еще оставлена вон фольга, вода, там вот туалетная бумага, еще какие-то принадлежности, доска. Все серьезно. Это место подсказал мне местный житель, которого зовут Сергей. Я с ним поговорил. Он мне показал эту дорогу сюда. Хорошее место. С обоих сторон вода. Вот там, вот в той стороне поселок Красномайский. Или город Красномайский. Как, я не знаю. А тут вот такая вот интересная стоянка на мысу. Сейчас еще схожу, разведаю вокруг. Потом перетащу вот сюда вот лодку. И в этом вот заливе половлю. Он мне, Сергей, подарил 2 хороших окуней. То есть у меня сегодня будет уха и жарево из грибочков. Наверное, сначала из лисичек. Чисто из лисичек. А эти я почищу и, может, завтра либо сварю, может быть, с той же самой чечевицей. Не знаю, посмотрим, что. Мне кажется, многие из них червивые. Посмотрим. А может, и пожарю вместе с лисичками. Решу к вечеру. Хорошо. Повезло. Сейчас еще поставлю сюда вот на солнечное место батарею заряжать. Солнечную. Туго с этим, конечно, проблемы. Ой, мало энергии, надо что-то решать. Может, еще одну солнечную батарею. Потому что так, конечно, маловато. Вот как тут. Это уже самая дельта Шлины. Вон рыбки в воде там перемещаются. Плавают они. Маленькие такие. Не знаю, насколько это видно. Вода все-таки отражает. Вон они там, рыбки-то. Да и не такие уж и маленькие, прям скажем. Надо. Опа. Вот там круги расходятся. Есть наверняка тут. Ух. Скачут. Есть она, зубастая. Пугает там рыбешек. Ничего. На всякую зубастую есть крючкастая. Вот там вот грибы были найдены. В той стороне. А приплыл я вот оттуда. То есть я на мысу стою. С обоих сторон вода. Здорово.